И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. Ну а сегодня слепим спрингтрапа из полимерной глины. В этом видео покажу процесс создания эндоскелета спрингтрапа, а также опробую новый для моего канала способ лепки аниматроников. Ну и само собой расскажу историю этого персонажа. Кстати, в этом видео будут появляться картинки спрингтрапа, так что не забудь посчитать их, пока смотришь, и написать, сколько ты насчитал, в комментариях. Все, кто напишут правильное число спрингтрапов, появившихся в ролике, попадут в следующее видео. Спрингтрап – жуткий аниматроник-антагонист из игры Five Nights at Freddy's 3 и других частей франшизы. Аниматроник-костюм бледно-желтого, зеленого и грязно-желтого цвета. Имеет уши подобно Бонни и немного вытянутую морду с черным носом. Внешне костюм сильно поврежден, у него отломано правое ухо, по всему корпусу имеется куча дыр, сквозь которые видны детали аниматроника и останки человека, Уильяма Афтона. Провода и кровеносные сосуды, особенно они заметны в области шеи. Также можно иногда заметить человеческий рот, его глаза всегда светятся белым. Спрингтрап изначально задумывался как второй экспериментальный образец костюма аниматроника. По задумке у него было два режима – для человека и для эндоскелета. Это обеспечивалось за счет пружинных механизмов по бокам костюма, которые могли складывать аниматронные детали, обеспечивая пространство для человека. Также в нем были встроены датчики, реагирующие на детский смех, чтобы аниматроник максимально долго мог развлекать детей. Костюм тестировался и не был введен в эксплуатацию, поскольку был опасен из-за ненадежных пружинных замков, которые могли переключиться из-за ненадежности конструкции или от неблагоприятных факторов окружающей среды. Однажды фиолетовый человек разобрал аниматроников, но из них внезапно вышли души убитых им детей. Одна из душ подошла к фиолетовому человеку, но тот от нее в ужасе убегал. Фиолетовый человек так сильно испугался, что залез в костюм Спринг Бонни, который лежал в секретной комнате. Он надеялся на то, что души его не тронут, но пружинные детали схлопнулись, тем самым раздавив его до смерти. После этого души детей исчезли. Через 30 лет фиолетовый человек проснулся в грязном костюме Спринг Бонни. В истории FNAF его воскресила марионетка, чтобы тот страдал за свои грехи. И в этот момент он превратился в спрингтрапа. Долгое время он раскаивался за свои грехи, как увидел, что за ним следила камера. Спрингтрап надеялся на то, что охранник поможет ему выбраться из костюма, но тот его очень боялся и использовал аудио, которое привлекало Спрингтрапа. Спустя 6 ночей Спрингтрап не выдержал и решил спалить аттракцион. Ну а теперь приступлю к новому для меня способу создания аниматроников. А именно, делаю основу из фольги для каждого сегмента костюма Спрингтрапа, включая туловище и голову.
плотно облепливаю их полимерной глиной кислотного цвета и придаю текстуру меха с помощью обычной зубной щетки. После запекаю это все дело при температуре 110-130 градусов в течение 30 минут. После запекания выковыриваю фольгу из частей аниматроника, делая их полыми. Острым скальпелем прорезаю в корпусе аниматроника отверстия, имитируя дыры. После этого приступаю к созданию эндоскелета аниматроника. Добавляю кровеносные сосуды, вены и прочие органические штуки на эндоскелет Springtrap. Не забываю про механические кольца на руках, здесь главное запастись временем, потому что болтики на этих кольцах займут очень много времени. В уже пустую оболочку головы кладу череп Уильяма Афтона. В самой лепке главное нащупать отличительные черты персонажа, и тогда у вас получится сделать схожую с оригиналом голову. Также решил добавить топор Springtrap. Его вместе с остальными деталями запеку отдельно. Делаю отверстия в полимерных шариках, после чего насаживаю их на проволоку, имитируя фаланги пальцев Springtrap. Склеиваю части ушей и приклеиваю их к голове.
Окрашиваю эндоскелет аниматроника серебряной акриловой краской. Золотистой акриловой краской подчеркиваю текстуру на корпусе. Акварель творит чудеса. Это голова после шейдинга акварелью. Вообще я думал, что после художественной школы мне акварель больше в жизни не понадобится, но очень даже пригодилась. Переходим к самому интересному. Разрезаю корпус, чтобы надеть его на эндоскелет. Но прежде акриловым глянцевым лаком прохожусь по всем внутренностям. Закрепляю все сегменты на эндоскелете. Добавляю пару проводков, и фигурка наконец-таки готова. Как вам мое творение? Мне кажется, из всех фигурок по FNAF в моей коллекции, это самая детализированная. Ну что ж, жду ваше мнение в комментариях, ну а если ролик вам зашел, не забудьте прожать лайк в поддержку, это сильно помогает развитию моего канала, вам не сложно, мне приятно. В конце видео, как всегда, ваши работы, ну а я прощаюсь с вами, не скучайте, творческих успехов и всем пока!